Что если единственный способ спасти умирающую экосистему – это выпустить в нее хищников? В 2021 году австралийские ученые запустили кошек в разрушенное болото. И те за 8 месяцев сделали то, чего не смогли добиться 20 лет дорогостоящих программ восстановления. Кролики исчезли, растения вернулись, птицы прилетели обратно. Но самое невероятное началось потом, когда ученые поняли, что кошки изменили не только фауну, но и саму структуру почвы. Болото Маккей находится на юго-западе Австралии, в 300 километрах от Перта. В 90-х годах прошлого века фермеры осушили его края ради пастбищ, завезли скот и следом пришли кролики. К 2005-му болото потеряло 60% тростниковых зародков. К 2015-му там почти не осталось гнездящихся птиц. Местные рейнджеры фиксировали одно и то же. Кролики выедали молодые побеги быстрее, чем те успевали укоренить. Правительство штата Западная Австралия потратило на восстановление болота 4 миллиона австралийских долларов за 20 лет. Программы включали ручную высадку тростника, установку заграждений от кроликов и отравленные приманки. Заграждения кролики обходили. Приманки поедали нецелевые виды, сумчатые мыши и ящерицы. Тростник высаживали вручную 3 раза, и 3 раза его выедали подчистую за 1 сезон. В 2018 году биолог Карен Мёрфи из Университета Западной Австралии опубликовала доклад с единственным выводом. Без устранения кроликов любые попытки восстановить растительность бессмысленны. Это не было открытием, это было официальным признанием провала. Именно тогда зоолог Том Реган предложил то, что коллеги встретили со скептицизмом. Реган изучал поведение одичавших кошек в полузасушливых районах Южной Австралии 8 лет. Его данные показывали, на территориях, где кошачья популяция была достаточно плотной, численность кроликов падала на 70-80% в течение 2 сезонов. Не от яда, не от заграждений. Проблема заключалась в том, что одичавшие кошки в Австралии считаются одним из главных экологических врагов. Они уничтожили несколько видов мелких сумчатых, внесенных в красный список. Предложение намеренно выпустить кошек в охраняемую зону звучало как поджог дома ради борьбы с тараканами. Реган предложил другое. Он хотел использовать стерилизованных самок из контролируемых питомников, животных без потомства, которые охотятся, но не размножаются бесконтрольно. Ключевым условием было постоянное радиослежение за каждой особью и возможность изъятия в любой момент. Из 23 заявленных кошек отобрали 18. Здоровых, с чипами, прошедших карантин. Разрешение на эксперимент согласовывали 2 года. Департамент охраны природы требовал гарантий, которые наука дать не могла. 3 независимые комиссии изучали план и возвращали его справкой. Местные экологические организации подали 2 апелляции, утверждая, что кошки уничтожат остатки птичьих гнездований раньше, чем успеют сократить популяцию кроликов. Реган отвечал на каждое возражение данными. Он показал, что оставшиеся в болоте птицы в основном крупные виды, чьи гнезда недоступны для кошек. Мелкие певчие птицы исчезли еще 10 годами ранее. Не из-за кошек, а из-за отсутствия тростника, где они гнездили. Кошки не могли ухудшить ситуацию, которой уже не существовало. В марте 2021 разрешение было получено. 18 кошек выпустили на территории в 200 гектаров за 4 утренние закладки с интервалом в 3 дня. Каждое животное несло ошейник с передатчиком, отправляющим координаты каждые 4 часа. Команда Регана установила 36 фотоловушек и начала еженедельный подсчет кроличьих нор. Через 6 недель количество активных нор сократилось на 40%. Фотоловушки зафиксировали первую охоту на 3-ю ночь после выпуска. Кошка с номером 7, рыжая самка весом 3 килограмма 800 граммов, поймала 2 кроликов за 4 часа в северо-восточном секторе болота. Она не ела их на месте. Она утащила обоих в тростник и там разделала. Реган отметил это в журнале наблюдений как нетипичное поведение. Большинство одичавших кошек едят добычу сразу. К концу 1-го месяца команда насчитала 147 задокументированных случаев охоты. 18 кошек в среднем добывали по 1 кролику каждые 26 часов. Это означало примерно 250 кроликов в месяц. Цифра, которая на бумаге казалась недостаточной для популяции, насчитывавшей по последней оценке около 3000 особей. Но данные подсчета нор показывали другое. Сокращение активных нор шло быстрее, чем объясняла прямая охота. Реган предположил поведенческий эффект. Кролики меняли маршруты, избегали открытых участков, перестали выходить на кормежку в сумерки. Это означало, что они меньше ели. Молодые побеги тростника, которые раньше объедали в первые же дни после прорастания, теперь успевали укрепиться. В мае 2021-го ботаник Сара Чен зафиксировала первые устойчивые куртины тростника в западном секторе, там, где почва была наиболее влажной. Куртины занимали около 3 гектаров. Это был первый случай самостоятельного восстановления растительности за 17 лет наблюдений. Параллельно произошло кое-что, чего никто не планировал. Кошка с номером 3 обнаружила колонию водяных крыс в южной части болота. Водяные крысы в Австралии не являются инвазивным видом, однако их колония разрослась до аномальных размеров именно из-за отсутствия хищников. Они подрывали корневища осоки и рогоза, разрушая структуру берегов. Кошка номер 3 провела в том секторе 12 дней подряд, практически не уходя.
За это время колония водяных крыс сократилась втрое. Реган не планировал воздействия на водяных крыс. Это не входило в гипотезу. Он внес наблюдение в отчет как побочный эффект и не придал ему большого значения. До тех пор, пока Чен не показала ему снимки берегового профиля южного сектора, сделанные с разницей в 6 недель. Берег, который разрушался на протяжении нескольких лет, начал стабилизироваться. Критики эксперимента не молчали. В июне 2021-го орнитолог Питер Уолш опубликовал статью в журнале «Австралийская экология», где утверждал, что фотоловушки фиксируют кошек вблизи гнездовий камышниц. Камышница, небольшая болотная птица, гнездящаяся у самой воды, теоретически могла стать жертвой. Уолш требовал от Travel приостановить эксперимент до дополнительной оценки рисков. Реган проверил координаты передатчиков за весь период. Ни одна из 18 кошек ни разу не находилась в непосредственной близости от известных гнездовий камышницы дольше 20 минут. Фотоловушки, которые упоминал Уолш, стояли в 120 метрах от гнезд. Это было расстояние наблюдения, а не охоты. Реган опубликовал ответ с полными данными телеметрии. Департамент охраны природы отказал в приостановке. К августу 2021 площадь восстановленного тростника достигла 11 гектар. Количество активных кроличьих нор упало на 73% от исходного значения. Первые камышные овсянки, птицы, не наблюдавшиеся в болоте Маккей 9 лет, появились в западном секторе и начали строить гнезда. Реган смотрел на эти цифры и понимал, что эксперимент работает. Но он также понимал, что самое сложное началось только сейчас, потому что через 3 месяца ему предстояло объяснить нечто, для чего у него пока не было готового объяснения. В сентябре 2021 пропал передатчик кошки номер 11. Сигнал исчез не постепенно. Он просто прекратился в 4 часа 32 минуты утра в среду. Последняя зафиксированная позиция — центральный сектор болота, участок с густым тростником и стоячей водой глубиной около метра. Реган отправил 2 рейнджеров на место. Они нашли ошейник с передатчиком на берегу небольшой заводи. Ошейник был целым, застежка не сломана, но расстегнута. Кошки не было. Следующие 3 суток команда прочесывала сектор. Никаких следов борьбы, никаких остатков. Реган допускал 3 версии. Кошка самостоятельно избавилась от ошейника, что технически почти невозможно при данной конструкции застежки. Ошейник сняло крупное животное в ходе нападения. Или произошел механический сбой застежки под воздействием воды. Патологоанатомической находки не было, поэтому причина исчезновения осталась не зафиксирована. Кошку номер 11 списали как потерянную особь. Через 9 дней пропал сигнал кошки номер 16. На этот раз передатчик нашли в воде, на глубине около 40 сантиметров, в 3 метрах от берега. Ошейник снова был целым. Рейнджер Дэвид Коул, обследовавший берег, обнаружил на илистом участке следы, которые он сначала принял за следы крупной собаки. Слепки отправили в лабораторию университета. Заключение пришло через 6 дней. Следы принадлежат варану, предположительно крупному экземпляру вида гаанна, с длиной тела не менее 1,5 метров. Гаанны — крупные австралийские вараны, известны как падальщики и охотники на мелких животных. Нападение гаанны на взрослую кошку весом около 4 килограммов не является типичным поведением. Однако крупные особи способны атаковать добычу сопоставимого размера. Реган проверил архивные данные по болоту Маккей. Гаанны там фиксировались, но редко. Последняя запись датировалась 2016 годом, и речь шла о животном значительно меньшего размера. Это означало, что за 5 лет в болоте вырос крупный варан, о существовании которого никто не знал. Реган пересмотрел все записи фотоловушек за 6 месяцев эксперимента. На снимке от 17 июля, сделанном в 2 часа ночи, в левом нижнем углу кадра был виден хвост крупной рептилии. Он уходил за границу кадра, и никто не обратил на него внимания при первичном просмотре. Длина видимого фрагмента хвоста составляла около 80 сантиметров. Потеря 2 кошек из 18 означала сокращение охотничьего давления на 11%. Это само по себе не было катастрофой для эксперимента. Но присутствие крупного варана ставило под сомнение безопасность оставшихся 16 животных, особенно в ночное время, когда кошки наиболее активны и когда гааны, вопреки распространенному мнению о их дневной активности, также способны охотиться в теплую погоду. Департамент охраны природы потребовал немедленного отчета. Реган подготовил его за 2 суток. В отчете он указал, что появление крупного варана является незапланированной переменной, однако само по себе свидетельствует о восстановлении экосистемы. Варан вернулся в болото, потому что там снова появилась кормовая база. Это был аргумент в пользу продолжения эксперимента, хотя Реган понимал, что звучит он неоднозначно. Питер Уолш немедленно опубликовал открытое письмо, в котором называл гибель кошек доказательством непросчитанности эксперимента. Он писал, что введение одного хищника в нарушенную экосистему запускает цепочку непредсказуемых событий, и команда Регана потеряла контроль над ситуацией. Реган не стал отвечать публично. Вместо этого он установил 8 дополнительных фотоловушек в центральном секторе и запросил у университета тепловизионную камеру для ночного наблюдения. Камеру одобрили. Она прибыла через 4 дня. И в первую же ночь записала то, что заставило Регана отложить все текущие отчеты и позвонить Саре Чен в половине 6 утра.
Тепловизионная камера записала ни одного варана. Их было 4. 3 взрослых особи и 1 молодой. Все в центральном секторе, все активные в промежутке между полуночью и 4 утра. 2 крупных самца двигались параллельными маршрутами вдоль берега завода, где нашли ошейник кошки номер 16. Реган просмотрел запись трижды и замерил на стоп-кадрах длину тел относительно известных объектов в кадре. Тростниковых стеблей и берегового камня, который команда использовала как ориентир. Крупнейший варан имел длину около 2 метров 10 сантиметров. Это был не просто большой варан. Это была взрослая особь в возрасте предположительно от 12 до 15 лет. Животное, которое росло в болоте все то время, пока ученые пытались это болото спасти, и которое никто ни разу не зафиксировал. Реган запросил в университете данные по популяции гаан в регионе. Ответ герпетолога Джеймса Пула пришел на следующий день и содержал деталь, которую Реган не ожидал. Гааны вида Varanus varica, крупнейший вид варанов восточного побережья. В последние десятилетия расширяют ареал на запад. Но вид, чьи следы нашел Коул по размеру и форме отпечатка, соответствовал Varanus giganteus, пустынному варану, который в прибрежных болотах практически не встречается. Пул написал, что если идентификация верна, это будет первая документально подтвержденная находка данного вида в прибрежной зоне Западной Австралии. Реган понял, что эксперимент с кошками неожиданно превратился еще и в герпетологическое открытие. Но это не решало практической проблемы. 16 оставшихся кошек работали в секторе, где 4 крупных варана вели ночную охоту. Реган пересмотрел данные телеметрии за последние 3 недели и обнаружил закономерность. Кошки с номерами 2, 9 и 14 полностью избегали центрального сектора после 23 часов. Они смещались к периферии болота и возвращались в центр только после рассвета. Кошки адаптировались самостоятельно, без какого-либо вмешательства команд. Кошки с номерами 11 и 16, по всей видимости, не успели выработать эту адаптацию. Сара Чен приехала в полевой лагерь через 3 часа после звонка Регана. Она привезла с собой данные почвенного анализа, которые собирала параллельно с ботаническими наблюдениями. То, что она показала Регану, объясняло присутствие варанов лучше, чем любая версия о случайном расширении ареала. В южном секторе болота, где кошка номер 3 уничтожила большую часть колонии водяных крыс, береговой ил начал уплотняться. Уплотнение берега создало условия для откладки яиц. Именно такой субстрат предпочитают гааны для гнездования. Чен нашла 2 старых гнездовых кургана в южном секторе, оба замаскированных тростником. Она датировала их по слоям растительных остатков. Первый был заложен около 8 лет назад, второй около 5. Вараны жили в болоте как минимум 8 лет. Их популяция выросла именно потому, что водяные крысы обеспечивали стабильную кормовую базу. Когда кошка номер 3 сократила колонию крыс, вараны расширили охотничьи территории в поисках альтернативной добычи и вышли в центральный сектор, где столкнулись с кошками. Реган записал в журнал: кошки вытеснили крыс, крысы кормили варанов. Вараны убили кошек, кошки изменили поведение варанов, вараны вышли на новые территории. Каждое действие порождало следующее. Болото реагировало как единая система, а не как набор отдельных видов. Питер Уолш к тому моменту уже написал второе открытое письмо, требуя полного прекращения эксперимента эвакуации всех кошек. Он утверждал, что команда Регана создала неуправляемую цепочку хищничества в охраняемой зоне. Австралийское общество охраны дикой природы поддержало это требование официальным заявлением. Реган ответил через университетский пресс-релиз. Он написал одно предложение: неуправляемой цепочки не существует. Существует восстанавливающаяся экосистема, и именно так она должна выглядеть. Департамент охраны природы взял паузу на 2 недели для внутренней оценки. За эти 2 недели площадь тростниковых зарослей в болоте Маккей увеличилась еще на 4 гектара. 2 недели внутренней оценки департамента растянулись в 3, а затем в 5. За это время Реган не прекращал сбор данных. Именно в этот период произошло то, что впоследствии стало центральным эпизодом всей истории. В октябре 2021-го почвовед Марк Хедон из университета Мёрдока приехал в болото Маккей по собственной инициативе. Он читал отчеты Чен и хотел проверить одну гипотезу. Хедон брал пробы грунта в 3 секторах болота каждые 10 дней на протяжении 6 недель. Его интересовал азотный цикл. Кролики, поедая растения, не возвращали питательные вещества в почву эффективно. Их помет был слишком концентрированным и закислял верхний слой грунта. Кошки охотились и бросали недоеденные тушки. Тушки разлагались прямо в тростнике. Хедон обнаружил, что в местах охоты кошек концентрация доступного азота в почве на 38% выше, чем на участках без следов охотничьей активности. Разлагающиеся остатки кроликов работали как локальное удобрение. Это объясняло, почему тростник восстанавливался быстрее именно там, где кошки охотились чаще всего. Растения получали азот не из внешних источников, а из самой цепочки хищничества. Чен сопоставил
составила карту охотничьих маршрутов кошек с картой восстановления растительности. Совпадение было практически точно. Там, где кошки проводили больше 3 ночей в неделю, тростник восстанавливался в среднем за 7 недель. На участках с низкой охотничьей активностью за 22 недели. В ноябре 2021 Департамент охраны природы возобновил разрешение на эксперимент без дополнительных ограничений. В официальном письме было указано, что собранные данные демонстрируют положительную динамику, превышающую прогнозные показатели. Питер Уолш не публиковал комментариев в течение 2 недель после этого решения. Но природа не ждала административных решений. В том же ноябре в болоте появились животные, которых там не было больше 12 лет. Рейнджер Коул обнаружил следы квоки, небольшого сумчатого размером с кролика. В западном секторе, где тростниковые заросли к тому моменту достигли плотности, достаточной для укрытия. Квоки не были частью никакого плана реинтродукции. Ближайшая известная популяция находилась в 37 километрах от болота Маккей. Животные пришли сами. Реган проверил данные фотоловушек за предыдущие 3 недели и нашел снимки. 2 взрослые квоки и 1 детеныш. Они появлялись в западном секторе каждую ночь, держась в зарослях и не выходя на открытый участок. Кошки их не трогали. Квоки были достаточно осторожны, а тростник достаточно густым, чтобы обеспечить укрытие. Это был момент, который Реган позднее описал в своей итоговой статье как переломный. Не потому, что квоки сами по себе были ключевым видом, а потому, что их появление означало, болото стало пригодным для жизни без какого-либо внешнего вмешательства. Экосистема начала привлекать виды самостоятельно. Хэддон продолжал брать пробы почвы. К декабрю его данные показали еще одну неожиданную закономерность. В центральном секторе, где активность варанов была наиболее высокой, уровень кислотности почвы снизился на 1,2 единицы по шкале водородного показателя. Вараны, роя норы и перемещая грунт, механически аэрировали верхний слой. Аэрация снижала кислотность. Снижение кислотности улучшало условия для прорастания семян осоки. Растение, которое в болоте Маккей не фиксировалось с 2009 года. В декабре 2021 Чен нашла первые всходы осоки в центральном секторе. 12 отдельных растений на площади около полугектара. Реган смотрел на эти данные и видел структуру, которую не проектировал никто. Кошки охотили, кролики прятались. Тростник рос, квоки пришли, вараны рыли грунт, осока прорастала, каждый элемент запускал следующий, и вся система двигалась в одном направлении, к состоянию, которое существовало здесь до того, как фермеры осушили края болота 30 лет назад. Оставался один вопрос, на который у Регана пока не было ответа. Что произойдет, когда кролики исчезнут полностью и кошкам станет нечего есть? В январе 2022 подсчет активных кроличьих нор показал цифру, которую Реган не ожидал увидеть так быстро — 114. В марте 2021 в начале эксперимента их было 873. Сокращение на 87% за 10 месяцев. По расчетам Регана, при сохранении текущей динамики популяция кроликов в болоте Маккей должна была упасть ниже порога воспроизводства примерно через 4-6 месяцев. Это означало, что к середине 2022 кролики в болоте фактически исчезнут как стабильная популяция. Именно тогда вопрос, который Реган откладывал с декабря, стал срочным. 16 стерилизованных кошек, оставшихся в болоте, потребляли в среднем около 250 кроликов в месяц. Когда кролики исчезнут, кошки переключатся на следующую доступную добычу. В болоте Маккей этой добычей были квоки, водяные крысы, птицы, гнездящиеся у воды, и теоретически молодые вараны. Именно тот сценарий, который Уолш описывал там в своих письмах, становился реальным. Но не по причине непродуманности эксперимента, а по причине его успеха. Реган собрал команду 14 января. На совещании присутствовали Чен, Хэддон, Рейнджер Коул и 2 представителя Департамента охраны природы. Вопрос был конкретным. Когда начинать изъятие кошек и в каком темпе? Чен выступила против немедленного изъятия. Ее аргумент был основан на данных восстановления растительности. Тростниковые заросли достигли устойчивой плотности только в западном и частично в северном секторе. Центральный и южный секторы все еще оставались уязвимыми. Если кролики исчезнут раньше, чем растительность восстановится полностью, оставшиеся кролики вернутся из прилегающих территорий и за один сезон уничтожат все, что выросло. Чен настаивала на поэтапном изъятии, не более 2 кошек в месяц, начиная с февраля. Представитель департамента Линда Форест возразила: поэтапное изъятие означает, что в период между исчезновением кроликов и завершением изъятия кошки неизбежно переключится на других животных. Даже 2-3 недели неконтролируемого хищничества в отношении квок могут уничтожить только что сформировавшуюся колонию. Хэддон предложил 3-й вариант. Его данные по азотному циклу показывали, что почва в восстановленных секторах уже достаточно стабилизирована, чтобы выдержать умеренное кроличье давление без критической деградации. Он предложил одновременно начать изъятие кошек и параллельно установить заграждение на границах восстановленных секторов не для того, чтобы полностью остановить кроликов, а чтобы снизить их концентрацию до уровня, который тростник способен выдержать. Это был компромисс, который не устраивал никого полностью. Реган записал все 3 позиции и попросил 2 дня на принятие решений. На следующее утро фотоловушка в западном секторе зафиксировала кошку номер 9 рядом с гнездом камышной овсянки. Кошка провела у гнезда около 7 минут, затем ушла.
птица не пострадала. Но снимок немедленно утек в открытый доступ. Реган так и не выяснил, кто именно его передал. Уолш опубликовал его в течение нескольких часов с подписью «Эксперимент вышел из-под контроля». К вечеру того же дня австралийское издание Guardian опубликовало материал под заголовком о кошках-убийцах в охраняемом болоте. Телефон Регана не замолкал 6 часов подряд. Департамент охраны природы прислал официальный запрос с требованием предоставить план изъятия в течение 48 часов. Реган отправил план через 31 час. Поэтапное изъятие по схеме Чен с одновременной установкой частичных заграждений по схеме Хэддена. Первые две кошки должны были покинуть болото 1 февраля. Но 16 января, за 2 недели до запланированного начала изъятия, рейнджер Коул обнаружил в северном секторе нечто, что заставило Регана отложить утвержденный план и снова собрать всю команду. Коул нашел гнездо клинохвостого орла. Не старое, не заброшенное, активное, с 2 птенцами в возрасте примерно 3 недель. Гнездо располагалось на единственном крупном эвкалипте в северном секторе, на высоте около 18 метров. Сам эвкалипт стоял на небольшом сухом возвышении посреди тростниковых зарослей. Именно такое место клинохвостые орлы выбирают для гнездования. Последний раз этот вид фиксировался в болоте Маккей в 2004 году. Реган приехал через 2 часа после звонка Коула. Он смотрел на гнездо в бинокль и понимал, что план изъятия кошек нужно пересматривать немедленно. Клинохвостый орел — крупнейший хищник Австралии с размахом крыльев до 2 метров 20 сантиметров. Основу его рациона составляют кролики и зайцы. Взрослая пара с птенцами потребляет от 4 до 6 кроликов в сутки. 2 орла, постоянно охотящихся на территории болота, давали дополнительное хищническое давление на оставшуюся кроличью популяцию и делали это совершенно бесплатно, без чипов, без ошейников и без разрешения департамента. Но это была только часть того, что изменило расчеты. Реган запросил у орнитолога университета Эмили Торн данные по поведению клинохвостых орлов в присутствии одичавших кошек. Торн ответила в течение нескольких часов и приложила 3 исследования. Все 3 показывали одно и то же. Орлы активно вытесняют кошек с открытых охотничьих участков. Они не нападают на взрослых кошек напрямую, но демонстрируют агрессивное пикирование, которое заставляет кошек уходить в укрытие. На территориях с гнездящимися орлами кошки концентрируются в зонах густой растительности и резко сокращают активность на открытых участках. Это означало, что орлы естественным образом ограничивали радиус действия кошек. Именно то, чего команда пыталась добиться административными методами. Реган пересчитал прогноз. 16 кошек плюс 2 взрослых орла создавали суммарное хищническое давление, при котором оставшиеся 100 с небольшим кроликов не могли восстановить популяцию даже при отсутствии дальнейшего изъятия. При этом орлы не представляли угрозы для квок. Те были слишком тяжелыми для охоты с воздуха и не трогали болотных птиц, которые гнездились в тростнике ниже уровня орлиного охотничьего коридора. Схема менялась. Вместо немедленного поэтапного изъятия кошек Реган предложил выждать 6 недель, до момента, когда орлята встанут на крыло и пара начнет охотиться на полную мощность. После этого начать изъятие кошек ускоренным темпом по 4 особи в месяц вместо 2. Чен поддержала новый план. Хэдден запросил дополнительное время для повторного анализа почвенных проб. Он хотел убедиться, что восстановленные секторы выдержат переходный период. Форест из департамента потребовал юридического заключения о том, является ли присутствие незапланированного хищника, орла, основанием для пересмотра утвержденного плана. Юридическое заключение пришло через 3 дня и подтвердило: да, является. Уолш к тому времени опубликовал уже 5-е открытое письмо. В нем он писал, что команда Регана использует появление орла как предлог для затягивания изъятия кошек. Он называл орла случайным фактором, который не меняет принципиальной опасности эксперимента. Реган не ответил и на это письмо. Он отправил Торн запрос с одним вопросом: является ли появление клинохвостых орлов в болоте Маккей случайным или предсказуемым следствием восстановления тростниковых зарослей? Торн ответила на следующий день. Клинохвостые орлы выбирают места гнездования по 2 критериям: наличие высоких одиночных деревьев и наличие открытых охотничьих угодий рядом с укрытием. Болото Маккей соответствовало обоим критериям, начиная примерно с августа 2021, когда тростник восстановился достаточно, чтобы создать границу между открытой водой и густой растительностью. Орлы не появились случайно. Болото стало для них пригодным, и они это обнаружили. Реган распечатал ответ Торн и прикрепил его к доске в полевом лагере рядом с картой болота. Рядом с картой висели данные по кроликам, тростнику, воронам, квокам и осоке. Теперь к ним добавились орлы. Он смотрел на эту доску и видел не эксперимент с кошками. Он видел болото, которое восстанавливало себя само, используя кошек как временный инструмент и заменяя их постоянными элементами собственной экосистемы по мере того, как те возвращаются. 1 февраля пришло и ушло без изъятия кошек. Департамент охраны природы утвердил пересмотренный план 28 января, за 3 дня до запланированной даты. Орлята встали на крыло 24 февраля.
В марте 2022 Хедден опубликовал предварительные результаты почвенного анализа. Его данные показали то, чего не ожидал никто из команды, включая его самого. Уровень углерода в верхнем слое почвы болота Маккей за 12 месяцев эксперимента вырос на 23%. Это было не просто улучшение плодородия. Это означало, что болото начало поглощать углерод из атмосферы. Функция, которую здоровые болотные экосистемы выполняют естественным образом, но которую болото Маккей утратило в период деградации. Хедден подсчитал, при сохранении текущей динамики восстановление болото через 3-4 года выйдет на показатели углеродного поглощения, сопоставимые со здоровыми прибрежными болотами региона. 200 гектаров, поглощающих углерод, запущенные 18 кошками. Чен получила данные Хеддена и немедленно пересчитала площадь восстановленной растительности. К марту 2022 тростниковые заросли занимали 61 гектар, 30% всей территории болот. Год назад, до начала эксперимента, они занимали 9 гектаров, рост в 6,5 раз за 12 месяцев. Тогда же, в марте, Коул провел плановый обход северного сектора и насчитал 7 гнезд камышной овсянки. В сентябре их было 2. Рейнджер сфотографировал каждое гнездо и отправил снимки Регану с одним комментарием. Они возвращаются быстрее, чем мы думали. Реган к тому моменту уже начал изъятие кошек по утвержденному плану. Первые 4 особи покинули болото в начале марта. Их передали в реабилитационный центр дикой природы в 50 километрах от Перта. Кошки были здоровы, упитаны и, по оценке ветеринара центра, находились в лучшей физической форме, чем при поступлении в эксперимент. Но именно в этот момент произошло то, что Реган впоследствии назвал самым неожиданным событием за весь период наблюдений. 12 марта тепловизионная камера в центральном секторе зафиксировала взаимодействие, которого в научной литературе по болотным экосистемам Австралии никто не описывал. Кошка номер 2. Крупная серая самка, одна из наиболее активных охотников в эксперименте. И крупный варан, предположительно тот самый двухметровый самец, которого Реган измерял по стоп-кадрам в сентябре, одновременно вышли к берегу центральной заводи. Расстояние между ними составляло около 4 метров. Они не атаковали друг друга. Они охотились параллельно. Варан занял позицию у края воды и замер. Кошка зашла в тростник с другой стороны заводи. Через 7 минут из тростника в сторону варана выбежал кролик. Последний из тех, кого кошка вспугнула своим движением. Варан поймал его за 4 секунды. Камера записала еще 40 минут. За это время кошка вспугнула 3 кроликов. 2 поймала сама. Одного поймал варан. Они ни разу не приблизились друг к другу, удерживались друг к другу ближе, чем на 2 метра. Реган просмотрел запись 5 раз. Затем отправил ее Торн и Пулу с одним вопросом. Это случайность или устойчивое поведение? Пул ответил через день. У варанов описано оппортунистическое следование за другими хищниками с целью перехвата добычи, но систематическое параллельное патрулирование с кошачьим хищником не задокументировано нигде. Торн написала короче: публикуйте немедленно. Статья вышла в апреле 2022 в журнале «Экология и эволюция». В течение 3 дней после публикации ее скачали больше 40 тысяч раз. Репост сделали 18 крупных научных изданий. BBC сняла короткий документальный сюжет, использовав тепловизионную запись от 12 марта. Питер Уолш дал интервью австралийскому радио, в котором сказал, что один удачный результат не отменяет системных рисков подобных экспериментов. Это была его самая сдержанная публичная реакция за весь период. К маю 2022 в болоте оставалось 8 кошек и 21 активный кроличий нор. 2 орла охотились ежедневно, 4 варана контролировали центральный сектор. Квоки обосновались в западном секторе окончательно. Коул насчитал 9 особей. Осока в центральном секторе разрослась до площади 3 гектаров. Болото Маккей выглядело иначе, чем год назад. Не немного иначе, принципиально иначе. Человек, который видел его в марте 2021 и пришел снова в мае 2022, увидел бы другое место. Последнюю кошку изъяли из болота Маккей в сентябре 2022, ровно через 18 месяцев после начала эксперимента. Кошка номер 7, та самая рыжая самка, которая первой вышла на охоту на 3-ю ночь после выпуска. Поймана в живоловушку в западном секторе утром 9 сентября. Ветеринар зафиксировал ее вес 4 килограмма 200 граммов. При поступлении в эксперимент она весила 3 килограмма 800 граммов. На момент изъятия последней кошки в болоте не было ни одной активной кроличьей норы. Реган опубликовал итоговый отчет в ноябре 2022. Документ занимал 87 страниц и содержал данные по 64 измеримым параметрам экосистем. Основные цифры были следующими. Площадь тростниковых зарослей выросла с 9 до 78 гектаров. Количество гнездящихся видов птиц увеличилось с 3 до 11. Уровень углерода в почве вырос на 23%. Популяция квок в западном секторе достигла 14 особей, а сока заняла 7 гектаров центрального сектора. Стоимость эксперимента составила 280 тысяч австралийских долларов, включая оборудование, зарплаты, ветеринарное обслуживание
кошек и установку фотоловушек. Для сравнения, предыдущие 20 лет восстановительных программ обошлись в $4 миллиона и не дали измеримого результата. Один из рецензентов итогового отчета написал в своем заключении фразу, которую Реган процитировал на первой странице опубликованной версии. «Мы потратили 20 лет, пытаясь починить экосистему, вместо того, чтобы дать ей инструмент для самовосстановления». Этим инструментом оказались 18 стерилизованных кошек из питомника. В 2023 году метод Регана начали рассматривать для применения на 2 других деградировавших болотных территориях в Австралии, в районе Гипсленд в штате Виктория и в дельте реки Муррей. Оба проекта находились на стадии согласования. Питер Уолш вошел в состав консультативного комитета одного из них. Болото Маккей получило статус охраняемой территории регионального значения в феврале 2023. Эвкалипт в северном секторе, на котором орлы свили гнездо, теперь обозначен на картах болота как точка наблюдения. В марте 2023 Кол провел очередной плановый обход и зафиксировал новый вид. Австралийскую выпь. Крупную болотную птицу, занесенную в список уязвимых видов штата Западная Австралия. Выпь не видели в болоте Маккей никогда. Ни в исторических записях, ни в архивах наблюдений. Она пришла в место, которого раньше не существовало. Реган ответил на вопрос, который поставил в самом начале эксперимента. Что произойдет, когда кролики исчезнут и кошкам станет нечего есть? Ответ оказался простым. Когда кролики исчезли, болото уже не нуждалось в кошках. Орлы, вараны и восстановившаяся растительность создали систему, которая удерживала кроличью популяцию ниже критического порога самостоятельно. Кошки сделали свое дело и ушли. Точно так же, как уходят строительные леса после того, как здание достроено. Вот так вот кошки сделали свое дело и ушли, как ненужные приложения на телефоне. Если вам интересно, как подобные истории разворачиваются в мире природы, загляните на наш сайт whiteori.com. Ссылка в описании. Именно это и не могли принять критики эксперимента с самого начала. Они видели в кошках постоянную угрозу, которую нужно контролировать. Реган видел в них временный механизм запуска. И оказался прав. Болото Маккей не стало идеальной дикой природой. Там до сих пор нет нескольких видов, которые жили здесь до осушения. Восстановление продолжает. Но за 18 месяцев и $280 тысяч оно прошло путь, который 20 лет государственных программ не смогли преодолеть за 4 миллиона. 18 кошек изменили болото. Болото изменило представление о том, как работает восстановление природы. А выпь, которую никто не ждал и не планировал, прилетела и осталась, потому что место наконец стало пригодным для жизни.